Рождение ребенка должно было стать началом счастья, но для Артема оно стало границей между прежней жизнью и чем-то невыносимо новым. Когда у Инны начались схватки, он, не теряя времени, отвез ее в роддом Центральной городской больницы. У них была договоренность. Артем должен был присутствовать при родах, все формальности были соблюдены. Но как только все началось, медсестра с холодным лицом вывела его в коридор. Он пытался спорить, говорил о договоренности, анализах, оплате. Но его никто не слушал. Просто закрыли перед ним дверь. За ней слышались обрывки фраз, и каждая новая ранила как лезвие. Кровопотеря, слишком сильно, спасти хотя бы одного. После этих слов Артем больше ничего не хотел слышать. Он сполз по стене на пол, обхватив голову руками. Он говорил себе, что ослышался, что все обойдется. Сколько прошло времени, он не знал. Когда дверь открылась, перед ним стоял врач. На лице ни эмоций, ни света. «Сын жив. Все в порядке», — сухо произнес он. Артем кивнул, сжимая надежду. Инна умерла. Слишком сильное кровотечение. Старая травма. Мы предупреждали. Эти слова ударили сильнее, чем все до этого. Он знал. Ей рекомендовали кесарево. Знал и не настаивал. Не настоял, потому что любил, потому что доверял, потому что не хотел быть причиной ссоры. Мирона он увидел через пару часов. Мальчик лежал в маленькой кроватке, замотанной в одеяльце. Не знал, что его отец только что потерял смысл жизни. Не знал, что никогда не услышит голос матери. Артем не чувствовал ничего. Ему казалось, этот крошечный ребенок выжил, вытеснив того, кто был дороже всего. Но он понимал, что малыш не виноват. Он не мог быть виноват. А все равно боль от этого не становилась меньше. Через несколько дней он забрал сына домой. Все, что раньше казалось важным — работа, карьерные цели, встречи — потеряло смысл. Он взял отпуск, потом еще. В итоге начал работать удаленно. Начальство пошло навстречу, и Артем впервые понял, что значит выживать, а не жить. Он худел, не ел, не спал. Держался из последних сил. Мирон плохо спал, много плакал, особенно когда начали резаться зубы. Иногда, когда малыш засыпал, Артем сидел рядом и плакал в тишине. По ночам он разговаривал с Инной, будто она могла его услышать. «Как мне не хватает тебя», — шептал он в темноту. Когда сыну исполнилось 2 года, Артем отдал его в сад. Впервые за долгое время он начал дышать свободнее. Мирон стал спокойнее. Артем проводил с ним много времени. Учил читать, играл, гулял, читал перед сном. Он старался дать сыну все. Он боялся, что мальчик почувствует себя брошенным, поэтому все откладывал, лишь бы провести с ним лишние минуты. Мирон рос умным и чутким. Воспитатели хвалили его, а Артема называли примером. Он стал тем отцом, которого сам когда-то мечтал иметь. Но в глубине души он ждал. Ждал, когда прозвучит вопрос, которого боялся больше всего. Почему у других детей есть мама, а у меня нет? Он понимал, этот день придет. Однажды, в теплое воскресенье, они гуляли в городском парке. Артем заметил девушку, сидящую на асфальте. Рядом рассыпанные из сумки вещи. Она выглядела потерянной. Он подошел и спросил: «Все в порядке?» Девушка всхлипнула. Ключ уронила в решетку. Без него в квартиру не попасть. Он легко поднял крышку ливневки, достал ключ и карандаш с заколкой. Девушка засмеялась сквозь слезы. «Всегда попадаю в дурацкие ситуации. Меня зовут Эмма». Он улыбнулся. «Артем». Эмма пригласила их на кофе. Артем хотел отказаться, но согласился. Мирон получил мороженое, а Артем — легкое тепло от разговора.
Эмма была живая, простая. В ее глазах что-то было, что-то знакомое. После этой встречи он долго не мог выбросить ее из головы, а потом сам предложил встретиться еще раз. И снова все прошло легко. Но иногда, когда она смотрела на Мирона, в ее взгляде появлялось что-то странное, слишком пристальное. Артем отмахивался, считал, что показалось. Через 3 месяца Эмма почти жила у них. Мирон к ней привык, звал по имени. Артем чувствовал, он снова начинает верить в светлое. Он купил кольцо, хотел сделать предложение. Но сначала порядок в доме. Эмма решила разобрать кладовку. Там она нашла коробку с вещами Инны. Достала платье, надела поверх одежды. Артем едва не потерял дар речи. В этом платье Эмма была похожа на покойную жену. «Хочешь, оставлю?» — спросила она. Он едва выговорил «нет, лучше избавься». Эмма сказала, что отнесет в социальный центр. Вернулась через 2 часа. Через несколько недель Мирону стало плохо. Обморок, судороги. Врачи не понимали, в чем причина. Предположили отравление. Артем в панике вспоминал. Не было аллергенов, не было ничего лишнего. Воспитатели в саду тоже все соблюдали. Пока ребенок угасал, врачи разводили руками. Эмма приходила в больницу, заботилась, гладила по волосам. Но Артема не отпускало чувство тревоги. Тогда он установил скрытую камеру в палате сына. Не из недоверия, просто чтобы наблюдать из командировки. Он уезжал на 3 дня. По возвращении первым делом открыл записи и увидел Эмму. В медицинском халате, с шприцем. Он не верил глазам. Она вкалывала что-то Мирону. После прятала ампулы и выходила. В его голове стучала одна мысль — «Зачем?». А потом голос за спиной. «Наверное, хочешь спросить». Эмма стояла за ним спокойная, как будто все нормально. Он убил Инну. Если бы не его рождение, она была бы жива, произнесла она. Тогда он понял. Эмма — это та самая Аня, подруга Инны из школьных фото. У Ани была тяжелая психика, Инна жалела ее. Потом отдалилась. И вот теперь это. Он вызвал полицию. Врачи подтвердили. В анализах следов не было. Эмма подменяла пробы, колола яд точечно, без следов. Но теперь, зная препарат, они могли вылечить Мирона. Ребенок пришел в сознание через несколько дней. Все обошлось. Артем не рассказал сыну правды. Сказал только «Эмма ушла, больше ее не будет». А потом в палате появилась девочка. Маленькая, лет 5, с плюшевым мишкой в руках. Она заглянула в комнату и спросила тонко: «Это тот мальчик, который грустит?» Артем кивнул, не в силах произнести ни слова. Девочка подошла к кровати, посмотрела на бледное лицо Мирона и тихо сказала: «Он хороший. Я хочу, чтобы он помог тебе поправиться». После чего аккуратно посадила медвежонка рядом с подушкой и выбежала обратно в коридор. Ее звали Алина. Она лежала в соседней палате, а ее мама, Кристина, часто оставалась ночевать рядом. Сначала они с Артемом просто обменивались короткими фразами в коридоре, потом словами поддержки, а потом разговорами, длинными, настоящими. Кристина была простой, искренней. В ее голосе не было фальши, в глазах ни тени жалости, только понимание. Она не спрашивала лишнего, не пыталась влезть в душу, не тянула за боль, но каким-то образом рядом с ней становилось легче. Артем начал улыбаться чаще. Сначала осторожно, потом искренне. Он пригласил ее на кофе, просто, без намеков. Потом они начали видеться. Их дети быстро подружились. И когда Мирон поправился, а Алину выписали, Кристина стала частью их жизни. Она не просилась,
просто осталась. Без громких слов, без обещаний. Он предложил переехать к ним. Она согласилась. Кольцо, купленное тогда, в те страшные дни, когда он пытался убедить себя, что может начать заново, оказалось все еще у него. Он нашел его случайно. Посмотрел и понял. Оно больше не тянет за прошлое. Теперь оно для той, кто вернула его к жизни. И кольцо обрело настоящий смысл. Теперь в доме звучал детский смех. Не один, а два. Теперь Артем не боялся воспоминаний. Он смотрел вперед и знал, самое худшее осталось позади. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.